Эта история позволит вам самим решить, заслуживает ли это чувство доверия или нет. Наша сегодняшняя история происходит в городе Богота, Колумбия. Хайра и Марсело, недавно поженившаяся пара, которая собиралась осуществить мечту о ребенке недавно, они переехали в новую квартиру, где собирались начать новую жизнь, ожидая появления малыша. Тем временем пара пришла к выводу, что им понадобится кто-то, кто поможет ухаживать за ребенком, ведь им самим нужно работать, чтобы содержать дом. К сожалению, бабушки тоже не могли заботиться о ребенке, потому что жили слишком далеко. Однако в один день, когда Марсело встречалась со своей подругой, та порекомендовала ей женщину, которая работала прислугой в ее доме, и хорошо себя зарекомендовала. Хайра и Марсело решили нанять Эстеллу, женщину, которая поможет им со всем, что связано с уходом за домом и ребенком. Отношения с Марселой с самого начала складывались отлично. Женщина оказалась очень милой и трудолюбивой, поэтому они решили, что приняли хорошее решение. Наняв ее, была лишь одна проблема: их кошка Киара не очень хорошо восприняла появление Эстеллов. В доме обычно эта кошка была очень ласковой, но когда рядом была прислуга, ее поведение резко менялось, и она становилась агрессивной. Пара решила, что дело в том, что кошкам не нравится появление в доме новых людей, но со временем это пройдет. Они надеялись, что кошка не будет так же вести себя с маленькой Дианой, которую они решили так назвать дочь. Этот долгожданный ребенок наконец появился на свет 20 октября, принеся радость родителям и родственникам. Девочка родилась абсолютно здоровой, и Хайро с Марселой не могли быть счастливее. Со временем они поняли, что не стоит волноваться о том, примет ли кошка девочку, потому что Кира не только приняла, но и очень привязалась к малышке, став очень заботливой. Однако ее отношение к прислуге совершенно не изменилось, она по-прежнему вела себя агрессивно с этой женщиной, и молодые родители не понимали почему, ведь Эстелла была очень милой и заботливой женщиной, да и с девочкой обращалась прекрасно. Киара была настолько защитницей Дианы, что никогда не оставляла ее спать в кроватке, одну каждую ночь кошка составляла малышке компания. Однажды, когда Хайра и Марсело были на работе, они оставили девочку на попечение Эстеллы, и кошке все шло хорошо, пока Хайра не получил звонок от Эстеллы, которая была очень взволнована. Она объяснила по телефону, что подошла к кроватке, чтобы переодеть ребенка, и в этот момент Киара без видимых причин напала на нее. Хайра понимал, что Киару следует наказать за такое поведение, но, вернувшись домой, решил, что лучше отвезти ее к ветеринару, чтобы он объяснил, почему кошка так себя ведет с прислугой. Однако ветеринар не смог пролить свет на эту ситуацию. Он сделал кошке медицинские тесты, убедился, что с ней все в порядке, и сказал Хайра, что, возможно, она чувствует, что с этой женщиной что-то не так. Ветеринар предложил либо отвезти Киару в приют, либо выяснить, почему она так себя ведет, поскольку у него было ощущение, что здесь что-то нечисто. Хайра немного обиделся на комментарии ветеринара, как он мог говорить, что эта милая стала делает что-то плохое, даже не зная ее. Он доверял что-то оставить Диану спать одну, но в глубине души Хайра знал, что здесь кроется нечто большее, ведь кошка так себя вела только с прислугой. Он подумал, а что если стала скрывает от них что-то. Некоторое время Хайра наблюдал за Кирой. Рядом с Дианой девочка, казалось, обожала кошку, и та определенно любила девочку, его трогали их теплые отношения. Хайр заметил, что поведение Киары меняется каждый раз, когда рядом оказывается Эстелла, особенно если это была рядом с девочкой. Это привело Хайра к внезапному осознанию: эта женщина определенно что-то скрывает. Марселе не нравились мысли, приходившие в голову Хайра. Ей казалось неправильным судить кого-то по поведению животного, но она поддержала мужа и разрешила ему сделать то, что он задумал. Воспользовался днем, когда прислуги не было дома, чтобы установить скрытые камеры видеонаблюдения. Идея заключалась в том, чтобы Эстелла не узнала о них и вела себя как обычно, чтобы можно было понять, делает ли она что-то плохое. Хайра и Марсело понимали, что подглядывать за кем-то неэтично. Даже если это в их собственном доме, они решили, что если в итоге у женщины не окажется ничего предосудительного, они во всем признаются и попросят у нее прощения, но с помощью камер они точно получат больше ответов и даже смогут приглядывать за Дианой. Днем, когда Хайра проверил
Первые дни записей он обнаружил много странного. Кера по-прежнему была очень защитницей Дианы и пристально следила за столовой, а так, когда рядом не было Хайра и Марселы, вела себя совсем. По-другому. Она была грубой и сквернословила, пинала кошку каждый раз, когда видела ее, а те немногие разы, когда Истила могла дотронуться до Дианы, пока рядом не было кошки, в ее движениях чувствовалась грубость, почти жестокость, что само по себе приводило Хайра в ярость, но было кое-что еще, что давало ответы на многие вопросы. Эта женщина таскала вещи из дома, сперва мелочи которых не хватились бы потом, дорогие приборы, украшения девочки, понемногу забирала их вещи. Хайра не мог поверить, что его кошка пыталась предупредить их с самого начала, а они не обратили на это внимание. Впустив в дом эту дурную женщину, мужчина тут же позвонил Жене на работу, чтобы рассказать ей обо всем, что он увидел на записях. Марсела была потрясена, как и Хайра. Они не могли поверить, что и стало на такое способна. Некоторые люди прекрасно умеют скрывать свою истинную сущность, но животные, особенно кошки, обладающие недоверчивостью в оценке людей, как правило, видят их насквозь. Супруги решили, что должны сообщить в полицию, чтобы эта женщина не могла продолжать свои проделки в других домах, где работает, хотя сперва они решили поговорить с ней лично. Женщина не желала признаваться ни в чем, пока Хайра не показал ей записи с камер. Тут ее маска слетела и проявилась ее истинная вульгарная, лживая и воровая натура. Она даже подумала наброситься на Хайра, но Кира опять не дала ей этого сделать, снова бросилась на женщину, заставив ту немедленно убраться из дома. Впрочем, власти уже были уведомлены, так что эта женщина далеко не уйдет и вскоре предстанет перед судом за содеянное. Хайра и Марсела были рады, что поведение их кошки позволило предотвратить нечто худшее. С тех пор они очень доверяют сомнению Киары при оценке всех, кто приходит в гости. Киара и Диана выросли лучшими подругами. Уже подросшая Диана узнала всю эту историю от родителей. Еще больше полюбила свою кошку, ведь та защищала ее, не давая той плохой женщине обижать малышку. С тех пор они неразлучны. Киара так и не перестала заботиться о Диане, хоть и состарилась она все та же кошка, которая будет защищать любимую девочку своими когтями и зубами. А Хайра и Марсела стали осторожнее в том, кого впускают в дом, хотя знали, что если снова допустят ошибку, у них есть Киара, чтобы о них позаботиться. Вот такая история. На сегодня теперь ваша очередь высказать свое мнение по этому поводу. Что вы думаете о проницательности этой кошки, которая распознала истинные намерения той женщины? Считаете ли вы, что кошкам можно доверять? Вы прислушиваете к инстинктам своего питомца. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.